Классика. Уклон. Скольжение. Все боксеры целятся в бороду, только в бороду. А поэтому-то мы и боимся, ребят, вот когда начинается какое-нибудь там парное задание, в паре там какой-то спарринг там, или условный бой, или вольный бой и так далее, и так далее. Вот, все, наткнулся. Вот, и многие из нас опасаются атаковать, потому что знают, что вас ждут, когда в это время встречка идет. И не делать никаких движений, потому что страшно получить в разрез. И что получается? Вы больше туда уже не рискуете начинать движение. Все, ребятушки, всем привет, с вами Сенсей Макс. ОС. Сегодня, друзья, разберем джеб и как его бить тремя способами. То есть я покажу вам классический способ джеба, потом я покажу джеб тоже с уклоном, так называемый встречный. Ну и тоже третий вариант будет встречный, со скольжением в левую сторону. Одно и то же движение. Давайте разберем, как это делается безопасно для вас. Классика джеба. Значит, со стойки. Руки держим, как я уже вам неоднократно рассказывал, да? Кулаки на уровне плечей. И вот с этого положения мы бросаем левый кулачок. Хоп. Прямо вперед. Прям с плеча. Хоп. Хоп. В конце удара наша голова прячется за левым плечом ударным, и правой рукой мы прикрываем голову с другой стороны. То есть, видите, по сути у нас остается только лоб. Ну, лоб это же не страшно, лоб это же это самое твердый. Вот. А вот нижняя челюсть, вот это слабое место. И в первую очередь нужно нижнюю челюсть беречь. Бороду берегите с молоду. Здесь вы открыты. Когда вы бьете джеб, поднимаем, смотрите, одновременно, то есть не специально мы плечо поднимаем, а мы просто бьем джеб правильно, и получается движение, что в конце поднимается плечо. Видите? И таким образом вас сбоку здесь сложно встретить. Вот прямо, прямо, прямо. Видите, борода закрывается плечом, и борода закрывается второй рукой, вот здесь. Можно ручку здесь держать, можно здесь. Но если вы схлопнетесь как бы плечом и второй рукой, то по сути очень сложно будет сюда влезть. Ну разве что каким-то апперкотом, да? Вот смотрите, раз, вот все, на месте. Это классический джеб. Вот смотрите, друзья, сейчас мы проиллюстрируем. Когда вы бьете любой удар, прямой, сбоку, снизу, неважно, в конце вашего движения, когда вот вы входите непосредственно в контакт, да, возрастает риск, то что вам тоже может достаться. Вы же бьете человека, и человек тоже может вас бить. Ну так уж устроено в этом мире. Поэтому смотрите, что мы делаем? Мы снижаем риски и убираем возможные дырки. То есть дырка не должна быть вот здесь, мы закрываемся плечом. И дырка должна быть вот здесь закрыта, другой рукой. Видите, вот кулак и вот моя голова. То есть я вот смотрю, буквально только глазки остались и лоб. Сейчас, Макс, потыкай мне вот этой палкой в голову. Видите, что у вас осталось? То есть, видите, даже вот палка, вот рука стоит, да, джеб. Если вас будут встречать этим джебом, вот, вы можете наткнуться только лбом. Только лбом. Вот, прикрыты. Прикрыты. Здесь закрыты, здесь закрыты. Вот такое движение у нас получается. То есть вы лезете на рожон. То есть когда вы далеко стоите от противника, вы можете руки даже вообще вот здесь удержать. Как это? В старинном английском боксе. Дальняя дистанция, вам нет смысла вот здесь вот руки держать высоко. Но когда вы сближаетесь на дистанцию среднюю, то вы можете получить бум. Вот, видите, что получается? Все боксеры целятся в бороду, только в бороду. И поэтому, смотрите, какие ошибки. А поэтому-то мы и боимся, ребят, вот когда начинается какое-нибудь там парное задание, в паре там какой-то спарринг там, или условный бой, или вольный бой и так далее, и так далее. Вот, и многие из нас опасаются атаковать, потому что знают, что вас ждут и начинают сразу вас бить. Поэтому, чтобы вот эти снизить все риски, вы должны делать правильную технику, которая вас обезопашивает от встречных ударов. Вот где мы прячемся. Итак, показываю ошибочки. Давай, кидай мне джеб. Вот я пошел на тебя, вот, все, наткнулся. Видите, кидаю джеб, в это время встречка идет. И что получается? Вы больше туда уже не рискуете начинать движение. И все 3 минуты, ну сколько у вас там минут раунд разбит, упражнение, вы просто ходите вокруг да около. И не делаете никаких движений, потому что страшно получить в разрез. Поэтому я всегда говорю, правильная техника безопасная, отработка, при отработке, чтобы у вас была страховка, чтобы вы не пропускали в бороду, борода постоянно прикрыта. Ну и плюс, конечно же, вы не бьете в полную силу на тренировке, если не было на то команды тренера. Итак, это был классический джеб, а теперь я показываю джеб с уклоном вправо. Его можно делать в атакующей манере, а можно делать во встречной манере. Мы делаем уклон, у нас левое плечо выходит вперед. Просто уклон я делаю, видите? Я убираю голову вправо и выдвигаю левое плечо одновременно вперед, прямо перед собой. Любое выдвинутое плечо впереди, это и есть удар. То есть в это время происходит удар. И все вместе, смотрите, джеб с уклоном вправо. Раз. То есть я бросаю костяшки, бросаю плечо вперед. А сам в это время убираю голову в правую сторону. Оп, сюда. И щуп. Во, вот сейчас идеально, давай. Уклон, удар. Уклон, удар. Косточка в цель.
Итак, чем хорош джеб с уклоном? Потому что вы убираете голову с линии атаки. И таким образом, ну типа как бы не страшно атаковать. Либо вы можете дождаться, когда вас будут атаковать. Ну, допустим, противник вас джебом атакует, и в это время, давай, вы оп, с уклоном. Плечо оставили здесь, руку выпрямили. Все, вот. Даже если вы здесь скользь пропустите вот сюда, вот, в лоб, да, или в плечо, ну это все фигня. Потому что кто не рискует, тот, как говорится, не пьет чай с сахаром. Третий вариант, ребят, третий вариант. Смотрите, тот же самый джеб, например, когда он к вам летит в голову, прекрасная встречечка, прекраснейшая просто встречечка. Когда вы делаете тот же самый джеб, но вы делаете такое, как бы не уклон, это уже называется, потому что уклон это когда плечо выводится вперед, противоположный причем, да? То есть если я делаю уклон влево, правое плечо, а если я делаю уклон вправо, то левое плечо. Здесь мы такие как бы ускользаем. Кто знает название этой защиты, на английском, на русском языке, неважно на каком, вот напишите в комментариях, пожалуйста. Показываю сначала на воздухе, смотрите. Вот такое движение. Хоп, хоп, хоп. То есть голова смещается с линии атаки. Я вес переношу на левую ногу, на впереди стоящую. А тут скажут, где ноги? Почему ноги не показали? Вот сюда движение идет. Вот. Вот. То есть голова ускользает, левое плечо заходит вперед, правое плечо отводится назад. И вот она, рука выдвигается. Здесь можно держать вертикальный кулак. То есть идея в чем? Подходи опять, подходи. И хоп, хоп. Все, я как бы захожу вот сюда, смотрите, обхожу эту руку, захожу внутрь и вытягиваю свое левое плечо вперед. Борода прячется за левым плечом. Здесь вторая рука. Можно ладонь развернуть. Есть такая защита в боксе, как подставка ладони. Такая старинная защита. Вот можно здесь подстраховаться этой защитой. Видите? То есть я раз перчаточку, хоп, сюда. И захожу, как будто бы я, знаете, на что это похоже? Ну, как в метро двери закрываются. Двери метро закрываются, и вы не успеваете. И вы в последний момент пробегаете так вот боком туда. То есть вы проскальзываете туда, вот это движение, туда. Вы должны успеть, пока двери еще не закрылись. Доступно объяснил, как ты думаешь? Мне кажется, это очень жизненно. Очень жизненно даже? Круто. Пусть это будет очень жизненно. Будем делать живые примеры какие-то такие образные, чтобы вам было понятно, друзья. Вы как будто проскальзываете в последний момент. Вот двери закрываются, такие оп, туда, оп, заскочили. Вот это движение то же самое. Итак, давайте все вместе подытожим. Первый джеб классический у нас был, когда я бью, но на всякий случай я просто прикрываюсь. Здесь просто опускание головы вперед, втягивание подбородка к груди, и я выдвигаю здесь плечо, здесь руку держу. Все. То есть если я здесь попадаю, мне попадаю здесь на встречку, то только в лоб. Еще, бей. Бум. Еще. Щуп навстречу. И бам. Вот, молодец. Еще. Сюда. Вот. То есть я рискую здесь просто получить в лобешник. Ну, как говорится, известно, что лоб очень крепкий. Вот, и движение может быть просто вскользь пойти. Все, второй вариант у нас идет с уклоном. Бей, джеб. Уклоняемся вправо и руку выбрасываем вперед левую. Хоп, вот он джеб. Хоп. Если он не бьет, то же самое. Смотрите, я просто иду вперед. Вот с таким, смотрите, с маленьким выпадом. Вот сюда. Левая нога. Шип. Вот. Вот классика, да? А вот с уклоном. Классический и с уклоном вправо. И третий вариант, когда я делаю скольжение, смотрите, сюда в сторону. Сейчас пока без ног. Здесь движение идет. Можно с сайдстепом сделать. Можно сделать сайдстеп. Вот такое отведение ноги в сторону. Передней ноги в сторону. И разворачиваемся пяткой наружу. Носочек внутрь. Раз, сюда завернули. Таким образом, смотрите, у вас просто автоматом тело разворачивается в полоборота. Так вы стояли, развернулись. Все, с линии соскочили. А можно сделать даже на месте. Я рекомендую отрабатывать именно на месте, пока без ног. Потому что ноги всегда можно потом подключить. Главное, ребята, понять, как работает туловище. Вот это вот пластика. То есть как плечи работают. А ноги потом подсоедините. И оп. Бороду. Бум. Угу. Еще. Щу. Щу. Проскальзываем сюда. Щу. Проскальзываем. Классика. Уклон. Скольжение. Классика. Уклон. Скольжение. Все, ребят, если есть вопросы, пишите в комментариях. Ваши вопросы задавайте. Не забудьте поставить лайки, подписаться на канал, кто еще не подписался. И с вами был сенсей Макс Лос. Я не знаю, что у нас там получилось, честно говоря. Думаешь, ровно? Как бить джеб трумя, ничего себе, трумя. То я получу прямо сюда, бей джеб. Вот смотри, Макс, я бью и ты бьешь одновременно, окей? Давай. Да чуть-чуть раньше реагируй. Я веду на тебя, ты на меня. Вот, все. Давай, в бороду. Да куда, зачем ты мне в лоб сейчас бьешь? Палка, выручалка. Щуп, давай, Макс, покажем красиво. Как в кино Спилберга, давай.
Опа! Спасти рядового Брайана. Чё? Во! Отлично. Руки устают. Руки устают, да ты шо? Держи телефон одной рукой. Давай еще раз запишем вот это несколько раз движение. Давай, просто рукой двигай. Вот я буду рядышком стоять, вот. Давай, молодец. И бум. Да, в челюсть. Да, ну или в нос, давай, куда хочешь.